Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, и сегодня мы вновь делимся с вами вкуснейшим рецептом. Как альтернатива к пасхальным куличам, да и просто сладость к чаю, будем готовить бабку с шоколадно-маковой начинкой и фундуком. Это очень вкусно, так что обязательно воспользуйтесь нашим рецептом и приготовьте вкуснейшее лакомство. Для начала будем готовить опару. Опара – это питательная среда для активации дрожжей. Мы любим использовать живые прессованные дрожжи. Они обязательно должны быть хорошего качества и максимально свежие. Дрожжи должны быть сухими, очень хорошо, когда они рассыпаются, а не размазываются у вас в руках. Если будете брать сухие дрожжи, то их нужно использовать в 3 раза меньше. То есть, если мы кладем 12 грамм живых дрожжей, значит сухих дрожжей нужно будет положить 4 грамма. Заливаем теплым, но не горячим молоком. Потребуется 60 мл. На данном этапе было бы хорошо перемешать дрожжи с молоком, но мы забыли это сделать и всыпали сразу муку. Всего по рецепту идет 270 грамм муки, мы ее уже отмерили в отдельную емкость. Сейчас ее всю не вносим, а добавляем только 2-3 столовые ложки и совсем чуть-чуть сахара, буквально 1 столовую ложку. Сладкая среда и мука будут способствовать лучшей работе дрожжей. Хорошо все вымешиваем, закрываем полотенцем, и теперь нужно, чтобы дрожжи заработали и опара увеличилась в объеме, а для этого нужно поставить емкость в теплое место. Кто-то ставит на окно, если на улице солнышко, или включает комфорку, подняв при этом температуру в помещении. Мы, чтобы не создавать жару на кухне, ставим опару в духовку на самую минимальную температуру, около 35 градусов, примерно на 20-30 минут. В духовке ни в коем случае не должно быть жарко. Мы включили нагрев и сразу выключили, просто чтобы было достаточно тепло. Масса за это время становится пористой и должна увеличиться примерно в 3 раза. На длительность данного процесса будет влиять качество и свежесть дрожжей, а также температура в помещении. Если она будет ниже 30 градусов, дрожжи будут очень медленно работать и времени потребуется больше. Когда опара уже подошла, в отдельную емкость вносим 2 яйца и 100 грамм сахара. Кстати, весь рецепт также будет продублирован в описании под видео. А вы поставьте, пожалуйста, сейчас нам лайк за наши старания. Каждый ваш комментарий и любая активность помогает развитию нашего канала. Не обязательно сейчас взбивать яйца с сахаром, достаточно будет их просто хорошо перемешать венчиком. Опара уже готова, она увеличилась в объеме примерно в 3 раза и стала вот такая волокнистая. Добавляем ее к яйцам, вносим муку и начинаем вымешивать тесто. Мы это будем делать планетарным миксером, также можно вымешивать и вручную. Замешиваем тесто сейчас не менее 15 минут. Это важный этап в приготовлении, которым не следует пренебрегать. Ставьте себе таймер на 15 минут и вымешивайте. По истечении данного времени вносим 70 грамм мягкого сливочного масла. Также сейчас можно внести ванилин или ванильный экстракт. У нас вот такой. Добавляем несколько капель. Если используете обычный ванилин, то нужно добавить около 1 грамма. После внесения сливочного масла тесто нужно вымешивать еще 15 минут. Итого полный процесс замеса должен занимать около 30 минут. Длительное вымешивание дрожжевого теста для куличей необходимо для правильной работы клейковины, достижения волокнистости и оптимальной текстуры. Наш миксер небольшое количество теста не вымешивает, как видите, а просто наматывает на крюк, и оно сейчас абсолютно не вымешанное, рвется и недостаточно однородное. Такого не должно быть, поэтому домесим его руками. Чтобы тесто не прилипало к рукам и к столу, воспользуемся растительным маслом. Никакой муки досыпать не нужно, иначе ее будет переизбыток и булочка получится сухой. А в процессе замеса тесто становится более однородным и эластичным. Теперь отправляем обратно тесто в емкость, накрываем влажным полотенцем, чтобы поверхность не покрылась корочкой, и ставим в теплое место на 1 час. Мы опять же делаем это в духовке, включили минимальный нагрев, ждем пока немного нагреется и сразу же выключили, просто чтобы в духовке было тепло, но ни в коем случае не должно быть жарко. В жаркой среде дрожжи теряют способность к размножению и перестанут работать с тестом. Также можно поставить на окошко на солнце или создать на кухне теплые условия. Пока тесто бродит, покажем
Посмотрим, как мы делаем маковую начинку. Мак обязательно нужно заготавливать. Если его в сухом виде положить в выпечку, это будет невкусно. Для данного рецепта берем 80 грамм сухого мака. Для начала его нужно промыть, замачиваем его водой, чтобы он немного напитал влаги. А теперь откидываем на мелкое сито. Если такого сита у вас нет, можно использовать чистое полотенце. Отправляем процеженный мак обратно в кастрюльку, вносим 120 мл молока и включаем большой нагрев. Ждем, пока масса закипит, а после чего делаем самый минимальный нагрев. Периодически подходим и хорошо перемешиваем. Снимаем налипшие ко дну кастрюльки частички мака. Прошло около 20 минут, и на минимальном нагреве мак вот так уже впитал влагу. Если у вас осталось влаги больше, тогда проварите еще немного. У нас на дне осталось совсем немного молока, можно еще вот так оставить с выключенным нагревом, чтобы мак впитал в себя еще больше жидкости. Теперь теплую массу нужно пробить блендером. Можно это делать погружным или вот таким, как у нас. Только сначала добавим еще 40 грамм сахара и 80 грамм сливочного масла. Весь рецепт также продублируем в описании. Пробиваем несколько минут, а затем добавляем орех. У нас здесь 80 грамм промытого и обжаренного фундука. Также можно использовать любой другой орех, но на наш взгляд с фундуком получается вкуснее. Все орехи не добавляем, оставляем небольшую часть. Хотим, чтобы в выпечке попадались более крупные вкрапления ореха. Также добавляем темный шоколад, у нас он с содержанием какао-масла 56%. Пока масса теплая, шоколад в ней расплавится. По рецепту идет 80 грамм шоколада, мы добавляем чуть меньше. То, что осталось, также будем потом использовать с невнесенным орехом. Можно минутку подождать, пока шоколад немного подплавится, а затем еще раз перебить массу. Шоколад полностью растает, а орехи измельчатся. Вот такой густоты масса должна получиться. За минут 30 до скручивания рулета можно поставить маковую начинку в холодильник. Она немного загустеет, и скручивать рулет будет легче. Орех и шоколад, которые остались, немного измельчили, и затем будем их закручивать в рулет. Заранее подготавливаем форму, в которую будем выпекать. У нас это форма полена размером 25 на 11 см. Также можно будет выпекать и просто на противне или в любой другой форме. Застилаем внутренности обязательно пергаментной бумагой, так как потом будет легче достать выпеченное тесто. Тесто у нас бродило в теплом месте 1 час, за это время оно должно увеличиться в объеме, и теперь делаем первую обминку. Обминаем в течение 3-5 минут, это нужно для лучшего распределения питательной среды и удаления образовавшихся пузырьков воздуха. После обминки опять накрываем тесто влажным полотенцем и еще раз ставим в теплое место на 1 час. Получается, процесс брожения занимает около 2 часов. По истечении 1 часа брожения тесто опять выросло. Вот такое оно стало пушистое, мягкое, и теперь можно приступать к формованию рулета. Поверхность стола смазываем растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Раскатываем достаточно тоненький пласт толщиной до 1 см. Выкладываем начинку и распределяем ее по поверхности теста. Сверху посыпаем измельченным оставшимся шоколадом и орешками. И далее закручиваем в рулет. Разрезаем его на 2 части. Теперь нужно закрутить как бы в косичку, таким образом, чтобы начинка оставалась всегда кверху. Работаем очень аккуратно, начинка мягкая, и если бы мы ее поставили в холодильник хотя бы на полчаса, работать было бы намного легче. Сильно не затягивайте тесто, не пережимайте, а просто перекладывайте хвостики один за другим. При перекручивании тесто в любом случае немного удлинится. Сейчас в таком виде можно уложить на противень с пергаментной бумагой. Мы же хотим выпекать вот в такой форме, поэтому немного сформируем и укладываем в форму. Перед выпечкой дрожжевое сформованное тесто сразу выпекать нельзя, оно должно постоять на расстойке. Мы это делаем опять в духовке, теперь включаем нагрев на 50 градусов и ждем увеличения в объеме вот до такого состояния. На это уйдет от 20 до 40 минут. Теперь увеличиваем температуру до 170 градусов. В нашей духовке мы будем печь на уровне ниже среднего, чтобы верхушка не подгорела. И выпекаем 50 минут. Потом начнем проверять готовность
готовность шпажкой. Делаем это еще в духовке. Мы знаем, что наша булочка уже готова, поэтому смело достаем и показываем еще раз, как проверять готовность. В центр вставляем шпажку. Если она сухая, то все готово. А если видим налипшее тесто, то ставим еще на 5 минут и так проверяем до готовности. У нас процесс выпечки занял 50 минут. Для того, чтобы поверхность была блестящая, можно покрыть сахарным сиропом. Для этого на глаз взяли сахар и добавили совсем немного горячей воды. Размешиваем до растворения сахара и кисточкой покрываем еще горячую бабку. В результате поверхность будет иметь небольшой блеск. Теперь оставляем так в форме до полного остывания. Если начнем сейчас доставать, все будет разваливаться. Остывать бабка будет около 1 часа, после чего переворачиваем и легко извлекаем булочку из формы. Она еще немного теплая внутри, поэтому работаем аккуратно. Пройдет еще немного времени, разрежем ее и покажем, как она выглядит внутри. Шоколадно-маковая бабка получается невероятно вкусная, ароматная, влажная, с большим количеством начинки внутри. Это правда очень вкусно. Всем советуем приготовить. А мы напоминаем вам о нашем инстаграм-профиле, где мы делимся полезными советами, ингредиентами, которыми мы используем, и многим другим. Ссылка будет в описании под видео и еще должна сейчас появиться в правом углу экрана. Также хотим сказать, что у нас на YouTube-канале уже загружены видео вкуснейших дрожжевых и быстрых творожных куличей, а также мягкой сахарной помадки, творожной пасхи тирамису и многое другое, что будет вам полезно к пасхальным праздникам. Очень надеемся, что вы останетесь так же довольны, как и мы, данным рецептом, и у вас обязательно получится приготовить вкуснейшую шоколадно-маковую бабку. А своими результатами делитесь обязательно в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.